Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Все гениальное просто. Будем легко и просто делать красивый блок всего из двух видов тканей. 4 шва и 4 разреза. И не сразу догадаешься, как его делали. Для работы нам надо 2 темных квадрата и 2 светлых. Размер может быть любым. Но у меня есть линейка 21 на 21 сантиметр. Поэтому сейчас это мой любимый размерчик. Квадраты разложим, темный, светлый, и соединим их в одно полотно. Сначала прошьем верхние 2, потом сразу же 2 нижних. Сегодня шить будем на юнике от Effective. Мне нравится, как она мне подмигивает. При работе за швейной машинкой следите за тем, чтобы припуски на швы были везде одинаковые. Помним про то, что у нас в работе хлопок. Припуски должны быть больше 5 миллиметров. Длину стежка делайте маленькой. Строчка должна быть крепкой. Везде, где можете, делайте закрепки. Когда прошили заготовку вертикально, сразу же расправим и разутюжим швы. Конечно, лучше это делать утюгом, но это хлопок, можно хорошо провести ногтем. Швы мы расправляем на 2 стороны. А теперь надо эту заготовку прошить по горизонтали. Центральный шов у нас на месте. Детали просто складываем и прошиваем. После этого заготовку тщательно проутюжим, швы разутюжим на 2 стороны и будем работать дальше. От центра по каждой стороне отложим отрезок 7 сантиметров. Сделаем отметку водорастворимым маркером. А теперь проведем диагональные линии. Соединим эти отметки, точки, и продолжим до края детали. Всего 4 линии. Теперь разрежем заготовки по линиям отреза. Сделаем 4 разреза. А наша большая деталь разделится на 9 частей. Осталось самое простое. Просто меняем местами угловые детали. И все. А теперь надо все сшить обратно. Действуем самым простым, экономичным и эргономичным способом. Шьем вертикальными колонками. Складываем детали попарно. При работе за швейной машинкой помним, что здесь у нас все срезы диагональные, косые, они тянутся. Поэтому ни в коем случае ничего не тяните. Сначала совместите углы, которые должны точно совпасть. Можете их заколоть булавочками. Потом ткани аккуратно расправляем и прокладываем строчку. Помните анекдот про лысую девочку с огромным бантиком на голове? Девочка, как у тебя бантик держится? Как прибили, так и держится. Как ткань положили, так и шейте. Сделали одно соединение, аккуратно швы расправим и присоединяем оставшиеся детали. Конечно же, помним про то, что припуски должны быть везде одинаковые. Даже если вы делаете припуск на швы 1 сантиметр, пусть он будет такой во всем изделии.
Все детали мы шьем гирляндой, одну за другой, нитки не обрываем. Расправляем нашу заготовку, проутюжим ее, швы в разные стороны. А теперь остается только сделать 2 шва и соединить полотно. Красота! Заготовка дошита, все швы лежат ровно и красиво. Но у нас было много разрезов и швов. Естественно, что нашу красоту надо подровнять, отрезать лишнее. И еще одно. На внутренних швах, в местах соединения тканей, есть грубые толстые места. Можно очень аккуратно их подрезать, убрать лишнее. После всех манипуляций, сшиваний, разрезаний, сшиваний, размер заготовки получился 36 на 36 сантиметров. Куда и как ее использовать? Вот несколько идей. Можно по краю добавить кайму подходящего цвета, простегать и сделать из этого декоративную подушку. А можно нашить сразу много таких блоков заготовок и сшить большое полотно. Посмотрите, какие варианты раскладки можно придумать. Красивый графичный рисунок. А теперь представьте, что такие цветные блоки скомбинированы с одноцветной тканью или с другими блоками. Могут получиться очень интересные раскладки. Кстати, раньше в Руси не всегда шили самостоятельное большое лоскутное одеяло. Делали лоскутный верх и нашивали его на уже готовое покупное ватное одеяло. Называли его середка к одеялу. Мастерицы, как могли, украшали быт. Желаю всем творческого вдохновения, уюта и домашнего тепла в вашей жизни. Заходите почаще, на канале есть много интересного. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!